Всем привет! В эфире Metal Detector. И сегодня в выпуске вы услышите и увидите, как знаменитые, уже давно ставшие легендой коллективы, так и совсем молодые, но уверенно идущие вперед к этой самой славе группы. Смотрим! That was the Holocaust. Holocaust. Extermination, the gangs of taxation. Выпуск открывает всемирно известная банда из Венгрии, записавшая уже 13-й студийный альбом. Группа была основана в 1994 году вокалистом и гитаристом Золтаном Фаркашем. Кстати, это единственный участник, оставшийся с первоначального состава. Что же касается направления музыки, то всю свою историю команда исполняла грув-металл, периодически разбавляя его элементами трэш и нью-металл, а иногда и плотно уходя в эти жанры. Новый альбом полностью соответствует своему названию. В нем хватает ярой энергии, жестких рифов и мощного агрессивного вокала. Однако при всем этом в общее, довольно тяжелое звучание диска очень гармонично вписываются временами встречающиеся акустические вставки. Holocaust. Holocaust. The pain and the fights never seem to end. Every night wondering never. Четвертый полноформатник выпустила относительно молодая, но уже довольно известная группа из Японии, исполняющая смесь альтернатив-рок и пост-хардкор. Команда образовалась в 2007 и начинала, как и большинство групп, с выступлений в родном городе, распространяя после концертов свои демо-диски. И несмотря на то, что все песни группа исполняла на английском, она довольно быстро набрала популярность. Новый альбом у парней получился очень интересным и качественным, как всегда на высоте общая мелодика композиций и отличная игра вокалами. Общее настроение диска весьма разнообразно. Здесь есть и агрессивные, и довольно спокойные лиричные треки. You said your love was never lost. I guess you didn't realize until all of it was gone. All of it was gone. Y en tu otra parte la rima perdía, la que se cegaba con la luz del día, al cuello mordía con la sangre fría, como arma bandida. А на очереди просто уникальная команда из Испании, выпустившая новый полноформатный альбом. Группа исполняет альтернатив-металл с яркими элементами народной испанской музыки. Собственно, музыканты коллектива так и называют свое направление – фламенко-металл. И такое определение жанра как нельзя точно подходит к творчеству группы, потому что на этом альбоме можно встретить как отдельные чистые фрагменты фламенко или альтернативы, так и удивительно красивое сочетание этих, казалось бы, совсем разных направлений. В целом альбом очень интересен, музыкально грамотен и гармоничен. И теперь я знаю, что такое настоящая испанская альтернатива. Y olvida tu maestría, pa' otro día se acabó. Убойная команда из Бельгии заканчивает работу над записью дебютного альбома. Группа образовалась сравнительно недавно, однако за плечами музыкантов имеется немалый опыт. Все они играли и продолжают играть в различных музыкальных проектах. Парни исполняют бодрую смесь экстремального металла, в которой можно услышать элементы таких жанров, как хардкор, грув и трэш-металл. Но сами участники банды не заморачиваются на этот счет, а просто говорят: мы играем тяжелую музыку. Новый диск выйдет в январе следующего года, однако несколько треков с него уже сейчас можно услышать на мини-альбоме, ссылку на который вы найдете, конечно же, в описании.
Группа из Штатов, исполняющая что-то среднее между альтернатив металл и модерн хард-рок, выпустила второй полноформатный альбом. Команда возникла в 2005 под названием Suicide Holiday и за это время успела дать массу концертов, урезать состав до 2 человек и в 2008 сменить имя на нынешнее. Новое творение американского дуэта превосходит ранние работы на порядок, группа заметно повзрослела творчески. Треки на последнем альбоме стали заметно объемнее и совершенней, появилось много красивых и неожиданных вставок, улучшились вокальные партии. Одним словом, налицо профессиональный рост. Еще одна группа в коллекцию достойной альтернативы. Ну вот мы добрались до еще одной легендарной и суровой команды. На этот раз это группа из Швеции, исполняющая дэт вот уже целых 27 лет. А если копать глубже, то 31. Это 11-й полноформатный альбом команды, и надо сказать, коллектив не потерял свое фирменное звучание, что не может не радовать. По-прежнему мощнейшие гитарные рифы, нередкие смены ритма и колоритный вокал. Хотя, по мнению некоторых знатоков творчества группы, он стал вроде как мягче. Возможно, но по-моему это не так уж и важно, ведь сам альбом удался на все 100. Вышел в свет второй полноформатник относительно молодого отечественного Atma Black проекта, который образовался в конце 2011 года. Собственно, сам проект состоит из одного участника, мультиинструменталиста, известного как Мист, который также нередко сотрудничает с гостевыми музыкантами. Новый альбом получился весьма интересным и гармоничным, и полностью соответствует заявленному жанру. Также приятно отметить, что это дебютный релиз наших друзей, российского метал-лейбла Arena Records, который занимается изданием достойных исполнителей, работающих в любых направлениях металла. Все контакты в описании. И напоследок, широко известная в узких кругах группа из Франции, исполняющая альтернатив Industrial Metal, выпустила 8-й полноформатник. По поводу музыкального направления у этой команды, кстати, не все так просто. Дело в том, что группа была основана в 1993 году, и за этот немалый срок, благодаря сменам состава, довольно много экспериментировала, добавляя в свое звучание элементы таких жанров, как нью-метал, рэп-кор и френч-кор. Ну а в результате получилась вот такая реально достойная банда. А на сегодня это все. Наши партнеры: Агрессивный рокер, Рок Изок, Рок Релиджен, Институт рокеров, Институт благородных рокерш и Рок Мем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!